Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам с супер популярной новинкой, которую обнаружил на одном известнейшем сайте, который был выделен в разделе «Популярные». И вот такая вот новинка. Мне очень понравился, во-первых, узор весьма-весьма смотрится, несложно вяжется, очень нарядный, элегантный, как я уже повторюсь, и такой, вы знаете, образ нежности, какой-то вот светлости, радости. Я не знаю, я считаю, что этот джемпер подойдет на любой размер, на любой возраст. Его можно носить как классику, как нарядный джемпер, как повседневный джемпер, в любом размере. Смотрите, давайте я вам полистаю. Смотрите, пожалуйста, молодежный вариант такой интересный, да, по спинке. Смотрите, дизайнер, значит, не делает узор. В своем описании я предлагаю вязать спицами одинаково спинку и перед с узором. Мне кажется, это не так уж усложняет, но значительно приятнее смотрится. Вот такой вариант, да, как я вам уже говорила, рисует. Длина у нас будет зависеть от того, какой вы сами выберете. Хотите длинную, хотите короткую длину, да. Сейчас я опять приближаю вам узор. Смотрите, мои хорошие, давайте обсудим детали этой модели. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Значит, начинается у нас все с планки, да, и затем идет узор, вяжется узор. Я так посмотрела, когда приближала, там идут два ряда вспомогательные, то есть когда мы просто без учета нашего раппорта вяжем 12 петель коса, и там далее идет в ажурной дорожке 4 лицевые просто вяжутся и 2 изнаночные между ними. Вот такой вот момент хотела вам рассказать. Как вы обратили внимание, у нас узор используется по спинке и переду одинаковый, а рукава вяжутся другим узором. Я все вам нарисовала схемы, девочки. Смотрите, здесь вот тоже видите лицевая гладь. У нас тоже будет сегодня в расчетах так получаться, что надо будет сделать лицевую гладь в некоторых размерах. Вот тут она тоже присутствует. И смотрите, как хорошо смотрится, аккуратно, гармонично, ничего такого страшного нет. Да? Смотрите, видите, да? Так, что еще я хотела подчеркнуть? Хотела сказать про планку, которая вяжется по вырезу горловины. Тоже резиночка 1 на 1 и высокая планка у рукавчиков. Видите, да? Выше, чем у нас по низу идет джемпером. То есть вот такие нюансы. Я прошу вас обратить на это внимание. Как вы делаете вырез горловины? Здесь на любителя. Я так понимаю, что здесь можно один ряд провязать изнаночной имитации, так скажем, петлевки, да, и затем вязать уже резинку 1 на 1. Я так часто делаю, красиво смотрится. Эластичное закрытие можно применить. То есть все эти моменты у меня часто спрашивают: объясните, как вывязывать вырез горловины. Девочки, у меня экспресс-мастер-класс, я в детали не вдаюсь. То есть если вам хочется очень много роликов на эту тему, там детально разбирают и так, и эдак, по-разному вяжут вырез горловины, но в век наш современный информацию найти несложно. Так что не могу я уместить все эти нюансы в один маленький экспресс-мастер-класс. Иначе я тогда просто, вот вам приближаю еще картинку. Не может человек так разрываться на части, успевать и вязать, и что-то там считать. И, в общем, имейте в виду. Так что ничего тут нет такого сверхсложного связать вырез горловины самостоятельно, правильно?
Так, ну что, мои хорошие, у меня есть учебное видео, я его все время под видео размещаю. Посмотрите внимательно, ссылочка под видео будет, как я собираю изделия. Вот, там как раз я и, значит, демонстрирую, как я поднимаю петли по вырезу горловины, как я делаю швы, как я вшиваю рукава, какими швами я сшиваю плечи, у меня там тоже свои нюансы есть. Пожалуйста, посмотрите, если интересуетесь. Так, а сегодня в нашем экспресс-мастер-классе будет рассматриваться расчеты с 42 по 44 размер. У нас будет с вами будут рассматриваться размеры с 42 по 54 размер. Я буду составлять письменное описание. Под видео будет выложено в виде текста для вашего удобства. Кроме того, мы разбираем с вами очень подробно, как расположить узор на тот или иной размер. Вот, все это будет во второй части видео. Мы свяжем с вами образец узора, мы сделаем расчет плотности. У нас присутствует конкретная пряжа, конкретные спицы. Все для того, чтобы вы сели и спокойно связали. То есть, если вы будете, конечно, выбор ваш пойдет на такую же пряжу, которую я рекомендую. Если нет, то вы по аналогии без проблем, девочки, сделайте расчет самостоятельно для своей пряжи, для своей плотности. Имейте это в виду. То есть это и как учебный идет, и как уже, так сказать, основательный мастер-класс с предварительными расчетами. Все есть. Итак, схему я рисовала самостоятельно по модельки вот по этой, которая перед нами, да, вот, ну там очень несложно все, в принципе, разберем обе схемы, и как вязать вот эти красивые косы вертикальные, и как вот эти вот горизонтальные делать небольшие ажуры по рукавчику, горизонтальные полосочки ажурные. Все будет в сегодняшнем мастер-классе. Всем, кому интересна модель, остаемся со мной на канале и смотрим. Для вязания этого джемпера предлагаю пряжу Yarn Art Silk Royal. Турецкая пряжа, 50 грамм, 140 метров. И состав у нее 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Цвет у нас такой 430. И вот такие вот у нас тут рекомендации по использованию. Спицы используют 3,5. Наш образец. Вот такой получается. Ну, такой. Самое главное, это косу, конечно, связать. И вот этот ажур показать, как сделать. Так, ну а давайте сейчас посмотрим схему. Схему узора я нарисовала. Вот так она выглядит. Смотрите, 26 рядов у нас основной узор с косой. И 20 петель он в ширину занимает. Вот это нижний узор. 20 петель и 26 рядов. Здесь у нас условное обозначение: горизонтальная черточка — это изнаночная, вертикальная — это лицевая, вот это перекрещивание 12 петель налево по 6 петель. И верхний узорчик на 16 рядов, он и на 2 петли всего в ширину, это узор для рукавчиков. Вот это самый основной 15 ряд, который мы с вами сегодня свяжем, обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид кружочком обозначается. Вот и все, вот и весь раппорт. Очень элементарный. Так, а здесь у нас идут тоже накиды и 2 вместе лицевой с наклоном влево, с наклоном вправо, соответственно. Так, ну и, в общем-то, очень простой узор, даже не хочу на нем заострять внимание. Выкройка у нас вот такая, со спущенным рукавчиком. Я ее часто предлагаю. Все более детальные размеры мы с вами разберем после того, как свяжем образец. И я буду вам рисовать узоры, как мы их располагаем. То есть смотрите, это уже почти самый конец видео. Там подробно я все рисую, черчу, рассказываю, расчеты делаю, сколько петель набираем туда-сюда, как сформировать скос рукава, сколько петель на рукав приходится, на вырез горловины. Все есть. И вот такое у нас текстовое описание, которое я всегда, ну не всегда в последнее время, на некоторые модели не делаю, я просто объясняю, так сказать, наглядно, как это все сделать. Но тут решила сделать, потому что несложно.
вот, незамысловато. Используем размеры 42, 44, 46, 48, 50 и 54 там подойдет, где 52, 54. Очень широкая спинка идет, 60 сантиметров. Вы видели, что джемпер, ширину можно, конечно, самим под себя отрегулировать. У нас фигура у всех разная, у кого-то плечи широкие, у кого-то бедра широкие, да. Под себя, девочки, подстраивайтесь. Так, все это будет под видео выложено, поэтому почитайте. Здесь я подробно расписываю и про скос, сколько что как, и для скругления, как мы делаем по переду, вырез оформляем. Так что не будет, я думаю, у вас никаких проблем. Сейчас приступаем к вязанию. Итак, смотрите, девочки, значит, схема у нас основного узора составляет раппорт 20 петель и 26 рядов. Для образца надо набрать 26 петель. Это 20 петель наш раппорт в ширину, плюс 4 петли для симметрии. Вот точно такая же будет у нас с вами ажурная дорожка. Вот, видите, справа и слева. Ну, хотите, не делайте ее. Ну, вот я ее сделала. Так, и начинаем вязать первый ряд. Смотрите, эти два раппорта, они, в принципе, между собой не связаны. То есть ажурная дорожка и вот эта коса, каждый живет своей жизнью, да, то есть, как вам это пояснить? То есть вот сейчас я начну показывать вам ажурную дорожку, ее можно начать как здесь, да, то есть с первого ряда, можно с третьего ряда, то есть в принципе вот они, вот эти вот, где две вместе и накид, а потом две лицевые, их можно менять постоянно, то есть в разной последовательности. И суть от этого не меняется, получается вот такие вот ажурные, красивые вертикальные дорожки. Понимаете мою мысль, о чем я говорю? Дело в том, что я сейчас уже как бы буду, у нас 4 ряда получается раппорт узору в ажурной дорожке. Вот у меня сейчас, например, получается 3-й ряд раппорта ажурной дорожки, да? А у вас получается 1-й ряд. То есть суть от этого не меняется, если я вам покажу наоборот. Вяжем ажурную дорожку, девочки. На 4 петлях, да? То есть мы сейчас свяжем 2 лицевые и накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это у нас 1-й ряд нашего узора. Дальше идут 2 изнаночные и 12 петель лицевых. Это наша коса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затем идут 2 изнаночные. Раппорт на этом заканчивается. И у нас идут с вами еще 4 петли для симметрии. 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, поэтому мне вот так удобно менять. Кромочная, изнаночная. Что касается всех четных рядов, они у нас являются изнаночными, и мы их вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Так, сейчас у нас идет дорожка ажурная. У нас с вами 3-й ряд узора. Ажурная дорожка на 4 петлях. Мы вяжем ее как 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Далее идут 2 изнаночные и снова 12 петель идут наша коса. Это все 12 лицевые связали. Затем идут 2 изнаночные и снова ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Так, девочки, на этом ажурная дорожка у нас повтор идет с 1-го ряда. Вот, поэтому не обращаем больше внимания. На ажурную дорожку просто чередуем вот эти вот дырочки, да, то
тут 2 вместе накид, то там с той стороны 2 вместе накид, да, и, в общем-то, легкий очень вот этот для понятия узор с ажурными дорожками. А по центру наша коса, сейчас у нас 5-й ряд, да, 5-й, 7-й, 9-й, девочки, и 11-й ряды вяжутся лицевыми петлями. Вот, я их провяжу самостоятельно, не под камеру. Вы тоже провязываете 5, 7, 9, 11 ряды в косе. Все петли лицевые. Перекрещивание у нас будет с вами в 13 ряду раппорта. Вот. А нашу ажурную дорожку просто чередуете, как мы сейчас с вами и делали. Да? 4 ряда раппорт был ажурной дорожки в высоту. У нас 13 ряд. Сейчас у нас будет перекрещивание в косе налево. 6 на 6 будет перекрещивание. Смотрите, у нас есть два варианта развития событий. Либо мы с вами используем дополнительную спицу, либо я показываю, как это делаю я обычно. Но поскольку петель много, проще воспользоваться, значит, дополнительной спицей. Берем 6 петель и снимаем их на дополнительную спицу. И оставляем эти петли, девочки, перед работой. А за работой вяжем следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых, да? А затем можно прямо с дополнительной спицы, кому как удобно, переснимать можно на спицу. Вот так еще 6 провязываем. Тоже лицевыми. Это очень легко, очень. Многие боятся этих перекрещиваний. Итак, наше с вами перекрещивание легко состоялось, да? Далее мы вяжем опять за косой 2 изнаночные, затем идут у нас ажурная дорожка на 4 петлях. 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная, изнаночная. Вот. Вот и все, мои хорошие. Вот так самое страшное в этом узоре — это сделать такое перекрещивание. Затем у нас идет 14 ряд, как смотрят петли. Так, далее у нас идет 15 ряд. Ну, здесь у нас идут с вами ажурная дорожка на 4 петлях. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, затем 2 изнаночные. И наша коса, это снова идут 12 лицевых. Вяжем с удовольствием. Узор очень простой, как вы поняли. С дополнительной спицей перекрещивания становятся очень-очень необременительными. Затем после 12 лицевых 2 изнаночные и наши 4 петли для дорожки. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Так, 16 ряд вяжем, как смотрят петли. И далее, смотрите, по схеме у нас идут с вами 15 ряд. Он будет у нас такой же в косе, подчеркиваю, в косе 15, 17, 19, 21, 23 и 25 в косе идут лицевые петли. Понятно? Потом раппорт повторяется с первого ряда. Вот. Перекрещивание у нас в раппорте только в 13 ряду. Все. Очень простой узор. Дорожку вы тоже поняли, как вяжется ажурная. Она живет своей жизнью. Еще раз повторюсь, 4 ряда раппорт в высоту и 4 петли в ширину узор. Ну а изнаночные, вот эти промежуточные, 2 изнаночные, это само собой разумеющееся. У нас получается вот такой узор. Вот такая вот коса у меня уже здесь получается 1,5 раппорта связана, да. Вот такая коса. Вторая часть узора для рукав вяжется вот таким узором, девочки. Смотрите, здесь у нас получается 16 рядов в высоту и получается 2 петли всего ширина раппорта. Очень легкий узор, очень. Опять-таки лицевая гладь, целых 14 рядов идет, а затем в 15 ряду идут 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 вместе вправо, 2
2 вместе вправо. Я сейчас могу показать вам вот этот последний, собственно, 15 ряд, как вяжется, кому интересно. Это, так скажем, наши дырочки формируются. Очень простой узор. Хорошо показывать вот эти дырочки, как формировать на лицевой глади. Поэтому я вот сейчас покажу вам для примера, девочки. Смотрите. То есть раппорт у нас такой, что мы вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаем накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаем накид. И так вяжем весь ряд. То есть вот такой у нас с вами раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Хотите, делайте 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это ни на что не повлияет. Абсолютно. Я просто дословно, добуквенно, скажем так, решила повторить, что там нам предлагали дизайнеры у модели. Они были, у них я приближала, вправо идет, но и влево будут такие же дырки. То есть это абсолютно, значит, ни на что не влияет. 16 ряд раппорта вяжется, все петли у нас получаются изнаночные, в том числе и накиды. Смотрите, девочки, вот такие у вас получатся дырочки в рукавчиках, окруженные со всех сторон лицевой гладью. Понятно, да? Вот такой вот узорчик. Вот я показываю. Это узор я показала, как сделать рукава с дырочками у нас идут с вами. Так, ну а сейчас наша задача с вами сделать влажно-тепловую обработку образца и понять, что у нас тут с вами с плотностью. Нам же сейчас нужно посчитать, сколько петелечек на тот или иной размер будем набирать. Так, у нас с вами горячим паром обдаем наш образец. Горячий, очень податливый становится. И сейчас мы с вами вот таким образом расширяем полотно, тянем его вертикально и горизонтально. Обращаю внимание на то, что надо выпрямить нам кромочные тоже. Они у нас в расчет входят. Пару не жалеем. Хорошо отпариваем образец. Косу особо сильно не надо отпаривать, поскольку она будет некрасиво смотреться прилизанная. Так, оставляем сохнуть. Так, у нас с вами должна быть линеечка и счетная машинка. Образец отлично высох. Вот так он стал хорошо выглядеть. Давайте сейчас, значит, измеряем ширину образца вместе с кромочными. Так, 13,5 у меня получается. 13,5. И мы набирали 26 петель. 26 делим на 13,5. Это будет 1,9 плотность. Запишем. Да. В 1 сантиметре 1,9 петель. Теперь, что касается высоты. Также образец лежит, как есть лежит. И мы измеряем длину этого образца. Я буду мерить без этих вот дырочек, которые мы с вами вязали. Так, чисто коса. «17 сантиметров» получилось. 17 сантиметров. Надо посчитать, сколько рядов. Получилось в сумме 44 ряда. И делим на 17 сантиметров. Получается вот такое число. 2,58. Ну вот запишем 2,6. Да? В 1 сантиметре по вертикали 2,6 ряда получается, девочки. Вот такая вертикальная у нас с вами плотность. А сейчас обратимся к выкройке и будем составлять описание
и рассчитывать, сколько петель нам следует набирать на тот или иной размер. Вот такую выкройку я, значит, рекомендую использовать, девочки. Это обычная классика, спущенный рукавчик, все очень простенько здесь выглядит. Сейчас мы с вами обсудим размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И выше размер я расскажу, как в эти ситуации, как там распределить узоры. Вы помните, что у нас с вами идет 20 петель наш узор, да, раппорт узора, плюс 4 петли мы брали для симметрии. Да? То есть я уже посчитала, что 42-44 размер мы берем 48 сантиметров ширину спинки и переда. В петельном эквиваленте это 92 петли. Для 46-48 размера мы берем 56 сантиметров, 106 петель. И для большого размера 50-52-60 сантиметров мы берем 114 петель. И здесь же смело можно, в принципе, включить и 54 размер, кстати, 60 сантиметров. Так, в петельном эквиваленте я объяснила, да, как получаем. Смотрите, 92 петли, 48 мы умножаем на нашу плотность по горизонтали. Мы ее определили как 1,9. То есть 48 умножить на 1,9, это будет, вот они эти наши с вами 92 петли, да? Взяли 92, не 91. Таким же образом я определяла и для других размеров. Как распределяем узоры? Итак, наш раппорт 20 петель, который, значит, делаем следующим образом. 4 раппорта у нас по 20 петель умещаются. Я рисую 4 раза по 20. 20, 20, 20, 20. Представьте, что это ваш наборный ряд. Вот здесь у нас используется одна кромочная справа, одна кромочная слева. Крайне левые 4 петли берем для симметрии. Это наша с вами ажурная дорожка на 4 петлях, так же, как мы вязали с вами в образце. Вот. И получается в сумме это 86 петель. Вот. Поэтому нам не хватает с вами еще 6 петель. 6 петель предлагаю сделать как 3 лицевые справа, 3 лицевые слева. Вот таким образом располагаем с вами узоры. То есть начинаем кромочная, 3 лицевые, затем наши 4 раппорта подряд идут по 20 петель, и заканчивается все ажурная дорожка на 4 петлях и 3 лицевые, кромочные. Я рекомендую, девочки, вязать и спинку, и перед узором, хотя у нас с вами там идет как бы спинка полностью лицевой гладью связана. Почему я так считаю? Ну, или тогда вам нужно плотность пересчитать специально для лицевой глади, связать образец и измерить его плотность. Как правило, там будет, наверное, 1,75, может быть, сотых, вот так, 1,7. То есть вот у нас 1,9 из-за того, что у нас коса. Вот, а там будет значительно, значит, плотность ниже. И поэтому петель понадобится меньше. Я вам сейчас объясняю вот этот вариант, когда спинка и перед вяжутся тоже узором. По-моему, это красивее будет смотреться. Теперь, что касается выреза горловины. По вырезу горловины также определяем по плотности петли. Значит, у нас 20 сантиметров идет. 20 сантиметров на маленький размер. 20 умножить на 1,9 плотность. Это будет 38 петель. 38 петель на маленький размер, и на следующий размер я взяла на каждый размер прибавляла по 2 петли, 40-42. Все, что осталось, это петли плеч, 27, 33 и 36, соответственно, по размерам. Общая длина изделия я взяла 58 сантиметров, это на средний рост, и у меня пройма высотой 20 сантиметров, затем, значит, здесь можно сделать 21 и 22 на большой размер. Вот. Это отразится вот в этом месте, где у нас будет ширина рукава. Здесь вы тоже ставите такую заметочку, да, у себя, где у вас будет начинаться пройма. Когда будете сшивать изделие, обязательно вот это место нужно определить. Так, теперь, что касается вертикальной плотности. Обязательно, девочки, все свои расчеты
делайте с расчетом вертикальной плотности. То есть, вот смотрите, мы с вами определили, что у нас с вами 5 сантиметров идет планка, резинка 1 на 1. Затем мы переходим на узор. Вот, и вяжем узор по схеме, которую я вам сейчас нарисовала. Сейчас расскажу про другие размеры. Вот, после того, как мы с вами перешли на ажурный узор, все это дело надо перевести сразу в ряды. То есть вязать ажурный узор в рядах. Если у нас 58 общая длина, минус 5 сантиметров планка, 58 минус 5, это 53 сантиметра. 53 сантиметра я должна умножить на нашу вертикальную плотность, которую мы тоже с вами сегодня определяли, 2,6. Получается 138 рядов. То есть я пишу, что наши 53 сантиметра это 138 рядов мы должны вязать до закрытия петель у спинки. Да? То есть вот такая величина. Очень легко все это дело перевести сразу в раппорты. Да? То есть у нас высота раппорта 26 рядов. Да? Мы с вами 138 делим на 26. Получаем число 5 целых раппортов. И еще там будет недостающее количество. 5 на 26. Это будет 130. И еще 8 рядов по схеме вяжем высоту. И все. Закрываем петли. Конечно, у нас будет у всех своя длина. Я вам просто для примера рассказала. Что касается 46, 48, 50, 52, как здесь распределить узоры? Значит, на размер 46, 48 106 петель. И я считаю, что здесь нужно нам с вами 5 раппортов сделать по 20 петель. 5 раппортов, то есть я рисую 5 раппортов по 20. Раз, два, три, четыре, 5. 20, 20, 20, 20, 20. Для симметрии добавляем ажурную дорожку крайне левую, ну и кромочные. Кромочные справа, кромочные слева. И вот считаем устно. Здесь 100 петель, 104 и 2 кромочные, 106 петель. Вот таким образом распределяем на 46-48 размер узоры. Что касается большого размера, 50-54, я бы так сразу назвала бы, мы с вами 114 петель также делаем, как вот сейчас я вам рассказала, 5 раппортов по 20 петель, плюс вот справа и слева добавим по 4 лицевые. 4 лицевые справа, 4 лицевые слева. Таким образом петли будут распределяться следующим образом. Кромочная, 4 лицевые, 5 раппортов подряд по 20 петель, ажурная дорожка на 4 петлях для симметрии, 4 лицевые, кромочные. Очень все детально, понятно я сейчас объяснила. Да? Теперь давайте перейдем на рукав. По рукавчику, по низу рукавчика на все размеры набираем 48 петель и вяжем с вами резиночкой планку 1 на 1, 7 сантиметров в высоту. В последнем изнаночном ряду равномерно распределяем петельки и прибавляем 10 петель. Получается 58 петель. Итак, теперь, поскольку у нас в лицевой глади, я вам сказала, что плотность ориентировочно 1,75 должна быть. У нас рукав вяжется почти полностью лицевой гладью. Там идет ажурные дорожки, но это тоже лицевая гладь практически. Такие они горизонтальные, да, мы с вами уже связали. И вы смотрите, что получается. Получается, что плотность у нас другая, поэтому мы сейчас с вами вот в петельном эквиваленте вот здесь в верхней части рукава будет 70, 74, 78 в зависимости от размера петель. Вот. Посчитала по вот этой плотности в 1 сантиметре 1,75 петель. Теперь, что касается длины. Здесь плотность будет по вертикали такая же. Я не знаю, какая будет длина рукава у вас. Вот у меня была по меркам вот такая длина рукава. Это вместе с планкой. Вот. Если из этой величины отнять планку 7 сантиметров, получится величина 39,5 сантиметра. И это все я перевела в ряды. 39,5 я умножила на плотность по вертикали 2,6, получилось 102 ряда. Для чего нам это нужно определить? Надо сейчас посчитать скос.
Значит, скос, как считаем, из 70, то есть верхней части рукава отнимаем по низу 58, 70, отнять 58 петель. Получается, надо прибавить равномерно 12 петель. То есть по 6 петель справа, по 6 петель слева. У нас 2 скоса. Следующее, значит, 74 размер отнять 58, это будет 16, то есть это по 8 петель надо прибавить. И следующий размер у нас идет 78 петель отнять 58 петель, 20, то есть это 10 петель с каждого скоса надо прибавить. Теперь равномерность прибавок. Через сколько рядов мы делаем эти прибавки. Для этого мы вот эту величину, длину рукава без планки 102 ряда делим на наши петли. 102 делим на 6, получаем в каждом 17 ряду. Делаем прибавку. Следующее 102 делим на 8, получаем в каждом 13 ряду. И следующее 102 делим на 10, получаем в каждом 10 ряду. Вот таким образом у нас будут распределяться прибавки в рукавчик. А потом мы все закрываем одним разом. Вот это все описание, девочки, я выкладываю под видео. Вот, поэтому у вас все это будет, все это в петельном эквиваленте. Как расположить узоры, я вам сейчас все объяснила и рассказала очень подробно. Вот, я думаю, здесь вы все поняли, да? И, в общем-то, на этом я думаю, что я завершаю мастер-класс. Думаю, что достаточно разжевано так все. Гладенько у нас получается. Тем более вам будет в помощь описание в текстовом варианте, который будет выложен под видео. Желаю вам удачи, девочки. До новых встреч!